Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, управление действием вечности. А в данной теме я показываю, каким образом, когда мы выявляем информацию вечности, как таковую информацию, как область информации, мы должны учитывать, что эта информация имеет определенные свойства. То есть в чем дальнейшее действие этой информации, какие свойства следует ожидать данной информации, и как управлять всеми следствиями развития данной информации. Вот основная суть управления будет именно в этом. И здесь очень важно выявить личностный контекст данного действия, потому что, когда, например, Бог создал вечный мир, то то, что стоит за вечностью, это тоже определенное свойство управления, и тогда он сделал достаточно простой вариант в управлении, он просто рассмотрел себя за структурой вечности, потому что он же к себе все равно приходит. Получается, что здесь, в принципе, надо делать то же самое, рассматривать любой внешний элемент информации, любой даже шум информационный, за структурой вечности, как структура, которая приходит к человеку. И вот когда он начинает видеть, то есть управленец начинает видеть сигнал от этой системы, который идет к нему, он начинает делать первичное управление этим процессом. И, кстати, в этой системе видны структуры конечных действий. Вот чтобы определить, где вообще в информации находится какая-либо конечная структура, то конечная структура находится в одном из периферических, отдела, даже выглядит как некое такое подразделение вот в таком достаточно системном виде именно вот этого действия вечности. То есть если считать, например, что существует там некое предприятие, и там есть подразделение, то, что создано интеллектуальным образом, то здесь можно увидеть, что мы имеем структуру очень схожую с тем, что мы имеем, вообще говоря, в социальной жизни человека. Это есть какие-то там заводы, предприятия в социально-технологическом, уровне управления. И мы можем увидеть, откуда вообще берется информация создания этих систем. То есть есть элемент вечности, а есть то, что является действием. Так вот, в любой структуре управления, в каких-то технологических системах можно увидеть, каким образом происходит это действие. То есть можно видеть, как на информации вообще эти предприятия, например, строятся. Тогда можно увидеть технологический цикл, какие, например, допущены там возможные нарушения, там вообще что можно получить в управлении. И вот здесь мы как раз-таки выходим на информацию будущего, но уже с точки зрения того, что мы можем получить в структуре будущих событий. То есть мы можем увидеть будущее, которое контролируется сейчас. И вот именно из этой позиции мы исходим, что когда мы находимся на платформе вечности, мы должны будущее контролировать, потому что, коли уж человек управляет в структуре вечного развития, значит он будущим управляет абсолютно, получается. Но с другой стороны, мы должны технологию строить на системе, в том числе неких вероятностных событий. И вот этот уровень управления, где действие вечности — это есть тоже уровень контроля. То есть фактически есть некая область информации, которая означает вечность, и она таковой реально является. А нам нужно еще управлять и из системы, фактически, вне этой области. То есть мы можем либо ее просто искусственно придумать, что существует некая область, которая не входит в вечность, да? Либо считать, что все, что существует вне вечности, это есть ее действие. Но на самом деле действие вечности — это совершенно уникальная характеристика вообще в управлении, потому что есть человек, например, но нельзя сказать, что все, что существует вне человека, это есть действие человека. Здесь аналогия примерно такая же. Человек — это бесконечная величина, и поэтому так же, как уникально действие человека, так же действие макросистемы тоже уникально. То есть чем выше система, чем она больше занимает объемом информации, тем более уникально у нее действие. Потому что получается, что макроуровень, то есть плотность информации высокая, и в связи с этим
любое действие совершенно четко проявлено, поэтому и определены признаки уникальности. Следовательно, существует система человек, да, вечность, и как у человека уникальность в действии, так и у структуры вечности. И тогда получается, что мы можем находить в структуре действия вечности именно те характеристики, которые соответствуют, ну, практически действиям человека, как в подобной системе. Почему, например, Бог создал по подобию и также создал человека бесконечным в уровне информационном? Потому что тогда Богу проще понимать, да? То есть получается, что даже ему не нужно как бы тратить какие-то усилия, чтобы понимать сущность человека, потому что он создал его вечным, бесконечным, и получается, что ясно, что именно Бог его создал тогда человеку. Если бы человек там в чем-то отличался с точки зрения бесконечного развития, тогда здесь можно было бы как бы ну, какую-то аналитику применять с точки зрения там первичности создания. А вот когда мы рассматриваем именно вот эту, что ли, точку зрения Бога, то получается, что мы видим, что для того, чтобы как бы содействовать, делать, ну, как бы одно и то же в вечном развитии, в некой вечной величине, он должен был создать человека. И по подобному признаку он должен определить тогда структуру вечного развития. То есть, как система универсального контроля за развитием вечности, это и есть структура человека. Некое, ну, скажем так, звено или даже как бы сопоставимая система реальности, да, которая контролирует систему вечного развития. Значит, в действии вечности есть, во-первых, ну, отражение некий свет, идущий от Бога на структуру вечности, и также свойства самой системы вечности также подвержены анализу с точки зрения того, что должен сделать человек, также и будет развивать система вечности. Значит, получается, что вечность достаточно гармонична по отношению к человеку. Почему, например, человек может жить вечно? Потому что для него наиболее естественная среда обитания, как бы в информации, так скажем. И получается, что если мы такую среду обитания начинаем делать своей, ну, то есть мы к ней привыкаем, начинаем ее развивать, да, как некий ореол обитания, то получается, что нам проще всего, ну, сначала свыкнуться с мыслью, что вот мы там на платформу эту залезли, ну, как на некий поезд, да, а дальше уже привыкли, он едет, и что-то там дальше еще есть. Вот мы начинаем исследовать внешнюю реальность, а какие вообще свойства этой реальности, как она действует на нас. Ну, есть там Земля, а есть ветер на Земле. Как связать эти явления? То же самое, есть структура работы в структуре вечности, а есть, например, некие свойства какие-то, ну, такие как воздух там, для Земли, да, и так далее. И мы начинаем анализировать влияние на нас, для чего нам полезен воздух, ну, например, там, дышать, то есть необходимый атрибут некий, и так далее. И то же самое здесь. Мы можем в действии вечности рассмотреть необходимые системы действия, а также и, ну, некие периферические. И получается, что из периферических систем, если есть там где-то вдалеке лист растения, то, например, там хлорофилл, может быть, не обязательно, чтобы был в таком количестве, да? То есть есть необходимый минимум, есть какой-то минимум как бы природный. Вот из аналитики, значит, что ли, соотношения разных факторов, мы начинаем определять, что тонкость, как бы, да, внутренняя граница вечности, она состоит в том, что если мы начинаем переходить в структуру управления как бы в более глубоком плане, начинаем понимать, что отсюда мы сможем понять саму вечность, то есть свойства вечности как таковые, то в принципе мы можем видеть жизнь неразрывную тогда. Вот чем глубже мы входим в аналитику, тем неразрывнее сам процесс, например, жизни и явления, которые данную жизнь, например, как-то сопровождает или как-то выражается в данной жизни. И вот, в принципе, олицетворение самой жизни, так скажем, в связи со структурой вечности мы можем увидеть, что независимо, там, например, от уровня там, развития человека, независимо от его статуса, от времени, там, от дня, там, например, да, от какого-то места, человек может всегда быть определен системой норм,
определенных норм. То есть нормальная какая-то система для жизнедеятельности человека, просто норма для того, чтобы человек что-то выполнил. И вот эта вот система норм, это есть первый критерий, который является предметом исследования структуры вечности вот в этом управлении. То есть для чего человек должен жить нормально? Значит, в этом плане, как оказалось вот в данной технологии, норма позволяет исследовать процесс более глубоко, более точно. То есть, потому что норма человека как таковая, да, как некий остров, который обладает неким автономным, что ли, уровнем управления, он позволяет контролировать систему более объективно, потому что нужно иметь какие-то свои граничные, что ли, системы, понимать, что является нормой в управлении для человека, ну, то есть нормальная, обычная социальная жизнь, в обществе имеется в виду. И в этом случае мы начинаем видеть уже как бы микропроявление, макропроявление вещи. То есть вот здесь мы вырисовываем границу самого действия как такового. Вот мы нащупали, да, первый уровень, да, именно структуры вечности, начинаем смотреть ее пульс, то есть как она пульсирует. И здесь мы обнаруживаем, что, вообще говоря, вечность обладает свойствами такого же пульсационного уровня, как, например, пульс человека. Ну, правда, как бы на отдалении, вот формально, как на уровне слуха, что ли, это выглядит так, что если постараться вслушаться в пульс или там рассмотреть, какой он может быть на уровне звука, и постараться воспринять его извне, то частота совпадает, просто количество биений в единицу времени. Человек воспринимает пульс вечности так же, как свой собственный пульс, ну, как бы на бесконечном удалении. И получается, что мы попадаем в свой, получается, организм. Вот тонкая граница, она преодолена здесь. Мы попадаем в структуру пульсации крови. И все. Здесь уже виден конкретный, например, там, гемоглобин, там, ну, все параметры крови, да, которые существуют. Можно рассмотреть уже в отдельности человеческой крови. А дальше мы можем, находясь, фиксируясь в центре этого явления, так скажем, в управлении, собрать организм. То есть, если зафиксировать внимание в этой точке, где-то, вот, где мы преодолели вот эту тонкую границу, то начинается сборка организма, причем ваша. Таким образом, можно, значит, и лечить и других людей, если есть заболевания. Если человек здоров, то просто-навсего профилировать, как бы укреплять организм и так далее. Значит, точка сознания, которая преодолевает ну, некую внутреннюю границу в управлении, то есть мы же шли вперед в вечность, а попали внутрь организма. Ну, в общем, так и должно быть, да, потому что это сопоставимые системы, значит, где-то есть уровни перехода. И тогда мы, конечно, должны увидеть, как этим пользоваться, то есть мы можем увеличивать концентрацию какого-то управления в каком-то конкретном органе, например. Можем смотреть вообще, вот если мы попали в структуру вечного развития, вот, ну, некая там болтанка происходит на первом уровне, люди, которые первично сталкиваются с этим управлением, начинается, ну, во-первых, кстати, более спокойно становятся события жизни, но на информативном уровне это выглядит как система неких, в общем-то, информационных действий, где устойчивость, как бы геометрическая даже в пространстве управления, часто связана вот с этими действиями вечности, именно как вихревые, такие отдаленные уровни, больше выглядят как некий огромный массив информации, вдруг в поле управления выпадает, и вот с ним что-то надо делать. Он, в общем-то, хороший массив, то есть с ним можно пользоваться, как-то вот, в управлении распределять вместе с ним управление, но, в общем-то, это как массив, который требует управления, как некая область. И чем больше объем, тем больше эти области. А вечность говорит о том, что массивы, которые выбрасываются, могут быть сопоставимыми самой информации вечности. Ведь по уровню всеобщей равности любого объема информации, информация распределяется в событийно как бы нормированном временном интервале. То есть мы можем сказать, что информация большая, если она означает какие-то события. А как она может быть большой, например, да, по массе, но если там нет событий, там большого количества, да, что из себя представляет эта информация? Тогда получается, что мы можем разделить какое-то конечное событие на два уровня. Первый уровень — это то, что мы рассматриваем как уровень, ну, приемлемый, что ли, для нас, то есть мы считаем, вот
внешний мир, в котором, например, там живет человек, ну, приемлемый для жизни, да, это большое количество событий, а вот некая, ну, такая дополнительная информация, которая из вечности как бы вытекает или появляется, мы можем считать, что это, например, там, внешнее пространство, физическое. Просто выделить этот объем во внешнее пространство. И, кстати, очень четко здесь можно видеть, что действительно в мире так и происходит разделение макросистема, то есть не то, что там количество событий, а просто объем большой. У нас большое количество событий, там большой объем. Тогда, получается, мы можем выйти на границу между физическим уровнем пространства и, например, там, где стратосфера, да, где вот, есть еще какое-то количество кислорода. Таким образом, можно влиять на стратосферу и увеличить количество кислорода, кстати. Потому что мы нашли граничную систему. Нам не надо ходить там по всему пространству информации, мы точно знаем, где эта точка стыка в управлении. И достаточно увеличить управление, можно увеличить кислород здесь, например, там, в этой комнате или там, в любой другой среде. И получается, что исходя из задач управления, мы можем в структуре вечности искать вот именно граничные системы стыка одной информации с другой. И вот этот стык — это есть универсальный переход, который, кстати, делает одну информацию другой по структуре, что ли, общности, по структуре всеобщности, сохраняя при этом первичный статус информации. То есть как сделать человека вечным? Нужно просто-навсего, чтобы информация вечного развития имела бы обратный переток, да, в том числе. Кстати, мощный уровень управления при восстановлении здоровья у других людей. Умение перевести структуру вечного развития, как бы перекатить эту информацию в их именно структуру управления, в их структуру жизни. Ведь часто, чтобы человек был здоров, ему достаточно просто добавить какое-то количество конкретных событий. И вот перевод конкретных событий в структуру вечного развития, вот это вот достаточно такой центральный элемент сегодняшней лекции, умение перевести, значит, что ли, какое-то локальное событие в структуру вечного развития данного человека. И вот он делает там следующий шаг, может быть, он вообще в другом месте находится, и, может быть, вы не рассматриваете его, что он сейчас здесь, да, значит, ну, как бы в пространстве, что ли, управления, но вы подразумеваете, что это пространство содержит движение всех людей. То есть как вот складывать пространство, как оно вообще получается в коллективном сознании? Это все равно совокупное действие всех людей. То есть все люди присутствуют в действии вечности в любой точке пространства. Значит, в вечности есть точка, ну, некая такая, как бы коммуникативная, так скажем, где все друг друга понимают и могут всегда обменяться мнениями. А для этого нужно просто вот этот наплыв пространства воспринимать как структуру не пустоты некой, а структуру совокупного действия, ну, там, душ людей, например, да, сознания людей. Тогда получается, что мы начинаем распределять управление вечностью в зависимости от структуры сознания, души, духа, физического тела. И, кстати, тогда, если таким образом рассматривать стыковку структуры вечности в ее действии вечности, мы можем четко определить, а вообще, где находится сознание человека конкретно, где находится душа, там, дух, физическое тело. То есть можно конкретно управлять конкретным параметром, совершенно автономно, как бы даже. Потому что как только мы умеем отделить из структуры вечности действия, то есть локальную какую-то характеристику, как производную, то, соответственно, мы можем от единого как бы уровня личности, практически не трогая саму личность, работать с конкретными величинами, например, там, сознанием, духом, с душой человека, с телом физическим и так далее. И при этом в любом месте, где бы мы ни работали, мы личности добавляем управляемости, как бы вот в плане, что личного управления. То есть личность набирается знаний сама в себе. Так же делает и Бог. Он, как величина, ну, скажем, в системном, что ли, виде вечная, бесконечная, должен же как-то рассматривать, воспринимать собственное движение вообще в информации. Понятно, он делает всеобщую работу, но тогда он как личность должен видеть, где происходит его работа. Вот как только Бог начинает дифференцировать именно собственную работу, он видит, что человек способен достичь бесконечного результата в управлении, а Бог может дифференцировать по собственной воле. Он может не дифференцировать, просто делать, а может дифференцировать.
что он делает. Но если даже он не дифференцирует, он все равно воспринимает так же. Да? Для человека нужно какое-то время в управлении усилить управление, чтобы продифференцировать, что он сделал. Почему вот нужно усиливать управление, создавать элемент вечности? Потому что производная человека — это элемент вечности, значит, он усиливает весь внешний мир. И вот здесь вот возникает первый нейтральный уровень возникновения собственно говоря, любой информации, что мы можем видеть, что как только человек применяет какие-то усилия, по аналогии с тем, как делает Бог, при любом действии возникает некая информация. Но действие человека — это тоже действие вечной величины. Значит, когда мы изучаем действие вечности, мы изучаем свойства, в принципе, своего же действия, получается. И вот когда мы начинаем видеть стыковку этих величин, а как было сказано, любой уровень управления человеком или практически управление идет самим собой. Вот здесь вот очень важно увидеть. И не путем некого механического управления, а управление достаточно гармоничное, то есть управление на уровне естественных задач человека. Ведь мы говорим о том, что в статусе данного управления управленец находится в структуре вечности, но при этом есть некие объемы, которые являются действием вечности, но он все равно находится в управлении на платформе вечности. То есть с ним ничего неблагоприятного, в принципе, может не происходить. Наоборот, как правило, процентов часто под 100 находится именно в благоприятном варианте управления. Вопрос только в том, что как вообще дальнейшую аналитику развивать, что делать дальше. Человек должен куда-то двигаться постоянно. Вот Бог все знает, куда он вообще дальше двигается с этой точки зрения. Он воспринимает информацию, да, и просто ею занимается дальше, получается, вот логически. То есть в соответствии с этим человек должен заниматься информацией дальше, как только он освоил технологию работы с вечностью. Значит, он должен рассмотреть, что делает вечность, как она развивается. Как я показал, здесь существует очень много сопоставимых систем по аналитике, которые очень дают существенные преимущества в работе и в управлении, потому что по аналогии с тем, как человек может рассмотреть совершенно отдельно, например, дух в локальном уровне проявления, душу, тело и так далее, также можно с точки зрения человека рассмотреть события. Мы можем в этом ракурсе увидеть каждую составляющую события на уровне информации. При этом таким образом, что мы видим информацию, нам не обязательно, вообще говоря, детализировать события. Мы можем видеть просто то, что мы хотим. То есть мы должны здесь, получается, духом воспринимать желаемое, да? Тогда достаточно только духовного управления, и события начинают подтягиваться к желаемой величине. Вот есть составляющая событий. Мы не информируем события, потому что если мы проинформируем какую-то часть, то мы получаем уже фиксированное некое управление, приходится детализировать события, рассматривать частности. Но чтобы этого не делать, достаточно через эту же величину, по аналогии с тем, как мы вышли на структуру дух, тело, например, сознание человека, душа человека и так далее, в личностном контексте управления, личность сохраняя всегда цельной, то достаточно именно движение личности перевести в структуру задачи, то есть часто не обязательно даже рассматривать саму задачу. Достаточно просто рассматривать свою собственную личность, наблюдая со стороны. Вот и есть цель. Да? То есть управление всегда может выровнять любое управление, то есть всегда адаптироваться к любой системе, получается. Потому что он может всегда рассматривать свою собственную систему идеального вечного развития. А в идеальном развитии личность всегда адаптируется к любой системе. И всегда выровняет систему до уровня нормы, да, получается. Причем сохраняя полную свободу внутреннего восприятия, то есть действия фактически. И получается, что говорит о том, что человек что-то не может сделать или чего-то не способен, практически нереально. Видно, что человек всегда может сделать то, что необходимо сделать в плане именно вечного развития. И здесь достаточно видеть самого себя, то есть свою собственную сущность, можно выровнять при наличии хоть какого-то небольшого даже времени, всегда совершенно в полную норму,
практически все события, если есть там желание. Ну, в принципе, иногда, если есть время. Как правило, это если есть желание. Да? И получается, что если мы, например, начинаем рассматривать, а вообще что за среда такая желание, почему так, например, там много зависит. А почему, например, желания нет у человека? Во-первых, он может недооценивать ситуацию, ну, то есть считать, как правило, не то, что недооценивать, а просто смотреть на какие-то события более дальние, видеть норму и как бы не реагировать на промежуточную систему. В основном у людей вот происходит, кстати, так, вот в структуре вечного развития. Не то, что они там что-то не замечают, или они, например, не как бы контролируют какую-то ситуацию. Как правило, они в большей степени рассматривают именно будущие события, которые, ну, как вот, если смотреть какой-то кинофильм и видеть, что там позитивные какие-то аспекты есть, то все промежуточное воспринимается как среда управляемая и, в общем-то, часто несущественно, поэтому какие-то проблемы возникают. Вот система желаний, она часто не определена, в основном она не определена какими-то там негативными характеристиками или там ненужными характеристиками человека. Ну, можно так сказать, что человек, например, там, предположим, ленится, да, или там он недооценивает. На самом деле, как правило, просто он делает выборку каких-то позитивных событий для него, вот, с его точки зрения, почему они позитивны. Просто к ним идет. То есть нет там людей, как правило, там ленивых или каких-то неспособных, просто они делают выборку и к ним идут. И вот задача только в том, почему такую выборку делает один или другой человек. Вот почему формируют они у себя, например, в структуре вечного развития фактически свои собственные события по структуре как бы будущих планов, да, будущего фактически. Ведь вечности, а человек вечная величина, вечная сущность его, практически везде он существует по логике, если он захочет на это посмотреть. Он же где-то находит для себя какие-то пласты. То есть здесь получается смысл его действия это в характере, получается, просто человек. Например, Бог создал бесконечный мир и все время двигается в сторону вечного развития. Но это у него получается такой просто уровень, что ли, самовосприятия. В человеческом понимании это как характер просто такой вот личности. Сбрал этот путь и развивается, и все. А с точки зрения логики избрания первичного, он находит какие-то факторы, соответствующие тогда уже. Вечность, значит, находит вечные характеристики. То есть получается фактически уровень какого-то глубинного самовоспитания, да, самодействия, то есть уровень первичного аспекта осмысления своей личности больше определяет движение человека, а не какие там временные факторы или там способность что-то сделать или неспособность. Как я сказал, такого, чтобы человек не способен был достичь вечного развития, это даже как-то выглядит нереально с точки зрения вот аспектов вот размышления над сущностью человека. Значит, получается, что не то, что выглядит, а действительно нереально. Вот если так вдуматься в структуру даже первичного появления человека, он появляется из вечной величины, значит, он с ней соединен, значит, там разрывов, в принципе, логически все равно нет. И так далее. Получается, что исходя из того, что мы назвать вечную величину, это вот то, что вечное такое огромное пространство, да, и данных, что пространство будет видоизменено, как-то там сколлапсирует, тоже все-таки нет реальных. Все время идет расширение, даже по визуально-оптическим уровням, между там звездами, планетами и так далее. Ну, планеты более-менее стабилизированы, и то они друг от друга отдаляются, даже на миллиметры там за где-то 100 лет примерно. Циклический уровень там для геосистемы примерно 1 миллиметр. При этом они не знают, что там разорвутся, куда-то там растекутся. На самом деле, там, где есть структура коллективного управления, баланс очень выдержан. Планета может находиться в состоянии жизни в любой системе. И вот основное, некое такое шарнирное свойство, главное, сама планета, где есть жизнь, все остальное будет образовываться. Вот здесь вот мы видим, что в системе выбора решения у человека все-таки есть уровень всегда один и тот же. Жизнь — это превалирующий, в общем-то, единственный уровень управления, и практически мы имеем здесь, в общем, такой статус управления, что мы должны получить практически
понимание, вот, почему человек в какой-то системе выбирает какой-то свой путь. И вот когда мы начинаем анализировать его статус возникновения, вот первичный импульс возникновения, или до его импульса возникновения, да, например, можно рассмотреть информацию до статуса первичного возникновения человека. Ну, более как бы раннюю, что ли, характеристику по времени, да. Но получается, что это мы моментально попадаем на структуру человека опять. Информация приходит к человеку снова в виде его самого. То человек сам к себе приходит. Откуда он тогда выбирает решение первичное? То есть вот есть как раз-таки первый элемент восприятия, это вот эти вот элементы действия вечности. Когда он находится на платформе вечности, он же должен дифференцировать, что он где-то находится. Например, созданная душа, если рассматривать момент до ее создания, например, да, то там же бесконечная величина, вот переход от души Бога до структуры там, первого создания, это практически сознание на таких скоростях может не воспринять действие, а ведь реально можно развить систему до уровня восприятия. Вот если развить систему, то разрыва между Богом и человеком в элементах создания опять же нет, получается. То есть, по большому счету, как бы мы ни пытались посмотреть на время до создания там, или после, мы видим все равно структуру души, душу человека, его физическое тело. И получается, что мы можем видеть, что вот эта вот неразрывная связь между душой человека, физическим телом, там, духом, сознанием, вообще говоря, со всеми структурами личности, это есть в целом человек, который включает в себя все атрибуты этого действия. Человек изначально существует вечно в определенной среде. И от того, что он просто уверен, там, скажем, в действии, да, по большому счету, изначальному счету, он просто принимает, получается, часто любые решения. Вот у него есть возможность выбрать решения какие-то там, он их принимает. А получается, что вот здесь вот именно необходимо давать знания по выбору решения в соответствии с тем, как делает Бог, то есть направляет на вечное развитие. То есть фактически мы здесь должны делать управление, то есть учить тому, чтобы на идеологии именно вечного развития, того, как показывает Бог на уровне что ли, человеческого языка, человеческого слова, там, действия сопоставимого, действия человеком, здесь нужно просто-навсего делать не потому, что там все делают, или там Бог делает, и люди так же, да, а потому что здесь нужно видеть, что это логически совершенно осознанный выбор. Либо человек делает так же и живет вечно, либо, например, получается, что здесь мы, предположим, берем как бы такое управление, что он принимает, возможно, какое-то иное решение, то есть он хочет там какое-то время что-то делать другое, например. Но он же находится на платформе вечности, он все равно где-то придет к вечному развитию. Все равно как-то его вынесет, да, в эту плоскость управления. Поэтому здесь в основном-то все определяется именно задачей выбора человека. То есть где он принимает решение и зачем. Вот здесь вот я показал как раз-таки, что проще выбрать сразу вечное развитие и спокойно там развиваться, чем выбирать какие-то промежуточные системы управления. И вот как раз-таки вот из промежуточных систем, неопределенных с точки зрения вечного развития, возникают вот эти дополнительные массивы действия, которые часто они возникают именно как сопоставимые массивы, но за счет того, что тот, кто стоит на платформе вечности, скорость очень высокая в управлении, массивы как бы или сами по себе там раздвигаются, или же, например, приходится делать управление, понимать, что внутри них находится. И вот эта вот задача понимания, то, что дано человеку в виде восприятия. То есть человек всегда понимает, что происходит на уровне души, центра как бы души фактически, на уровне первичного, что ли, статуса организации души во всеобщем масштабе. У души тоже есть статус всеобщности действий, не только там личностный статус, естественно. И поэтому один статус воспринимают всегда одинаково. И вот когда мы начинаем входить в этот статус более глубоко, то видно, что душа человека, в принципе, выполняет всегда макрофункцию. То есть душа распространена на вечное развитие, и задача души в меру возможности работать всегда на всех. Если он начинает человек
как бы более индивидуальные, что ли, какие-то только частные задачи выполнять, то, соответственно, у него возникает некий такой ну, вариант несоответствия, потому что душа может делать работу по бесконечному развитию, если начинает делать локальную работу, возникает первая проблема в управлении, да, то есть начинается ну, некая задача у человека в преодолении данной ситуации. Либо он логически понимает, смотрит, что надо делать, и действует дальше, либо там ну, возникают какие-то событийные ситуации, которые выходят за уровень контроля, как бы, да, то есть, ну, негативные некие ситуации. То есть получается, что почему, например, у Бога может не быть с точки зрения человека каких-то негативных систем, да, восприятия Бога. То, что он, ну, например, там, избрал путь развития бесконечности и двигается с этой точки зрения. Если рассматривать с точки зрения Бога, почему Бог видит у человека, например, ну, все-таки всегда позитивный вариант развития существует, в первую очередь, потому что он как бы, ну, может размышлять по аналогии с тем, как он действует, сам Бог. И вот уровень, ну, что ли, сопоставимого, что ли, да, такого интегрирующего действия, где есть точность в решении, да, данного, что ли, философского даже плана развития, это все-таки в первую очередь именно физическое тело человека. И вот когда тело начинает осваивать именно структуры вечного развития, вот в такой бесконечной, что ли, среде обитания, то получается, что здесь уже возникает общность в действии и Бога, и человека. И получается, физическое тело — это как элемент взаимодействия, элемент интегрированности в действии или там совместного даже действия. То есть одно физическое тело — это идеология совместного действия и души человека, и души Бога. И вот здесь вот уже открывается как раз-таки внутренний мир, да, физического тела, откуда вообще идет взаимодействие тела человека и души его. То есть мы говорили, что в этой системе управления можно выделить отдельное тело, но всегда же существует душа. Где душа да, в этом физическом теле? Так вот, физическое тело устроено по принципу единения действия души Бога и человека. Тогда понятно, чтобы тело было здоровым, нужно рассматривать статус души Бога, то есть действие Бога, да, как необходимая величина. Ну, это как бы логическая система доказательств, все-таки в большей степени, потому что человек свободен, он может делать все, что захочет, то есть, так считается в управлении, да, свобода воли. Значит, но даже если взять там атеиста, который, например, не рассматривает действие Бога, а рассматривает действие внешней реальности некой, то внешняя реальность — это все-таки макровеличина опять, и он воспринимает действие опять бесконечной величины. И так или иначе он на платформе Бога все равно существует, то есть его выносит на платформу развития, ту, которую ставит Бог, потому что внешняя величина же обладает неким оптическим коэффициентом, и он делает управление, но просто не раздумывая, да, он больше работает в системе неких автоматизированных, что ли, уровней управления. Так вот, перенос информации на выбор решения в соответствии с тем делать, как делает Бог, для такой категории, ну, скажем, людей, здесь это есть личное действие управленца, то есть в управлении, то есть он показывает, что делает Бог. Эти люди воспринимают уже в интегрированном бесконечном развитии действие Бога через бесконечность. То есть можно научить тех людей, которые, например, там, неактивные сторонники там, вечного развития, или наоборот, если они, предположим, я не говорю об атеистах, атеист, может, тоже хочет там, вечно развиваться. Вопрос в том, если человек там, не хочет, например, да, вечно развиваться, он говорит, что у него там, например, другая задача, мало ли, какая может быть задача. Тогда получается, что с точки зрения того, чтобы передать знание такому человеку, именно в вечном развитии, и сделать его вечным, мы должны просто показать по пути такому, как идет управление, ну, в том случае, когда с атеистом, да, и все равно выносит на платформу действия Бога. А здесь показать именно путь, сопоставимый с тем, что его мнение, ну, определит ему такой же путь вечного развития. Но человек же свободен, как он может попасть на платформу вечности, если он там не хочет или не знает, да? Если он не знает, это как бы еще
такой вопрос специфически не знает, но и будет, тем не менее, жить вечно. Он, может быть, и как бы не дифференцирует. Например, там, человек не задает вопрос, живет вечно и все. Это не значит, что он не хочет. А другой вопрос, что если он не хочет, например. Тогда получается, что здесь управленец, зная структуры связи, например, да, должен очень четко определить следующий путь развития такого человека. Что когда он находится вне системы, он же все равно находится в структуре, здесь получается все-таки действие вечности. То есть, если он не хочет находиться в структуре самой вечности, то значит он находится в какой-то соседней, а соседняя структура — это есть действие вечности именно в уникальном, что ли, понимании. То есть вечность распространяется всегда в ту систему, где она должна быть, да? Как бы выбирает сама себе линию развития. Но куда она может выбирать, эта система, линию развития? Только туда, где еще не освоена система. Значит, как раз-таки в личность того человека, кто не хочет жить. Может быть, даже в данный момент, например, человек говорит, он устал жить, да, например. И рано или поздно к нему эта структура все равно притечет. Просто, например, если структура развития, например, с точки зрения реинкарнации, да, эта философия реинкарнации, что отрабатываются циклы, исследуется процесс развития, но ведь там же структура вечности протекает как система решения вопросов. То есть она все равно в его жизнь втекает с какой-то из сторон. Так вот, структура вечности как действие системы, здесь так как бы логически я изложил, что если даже он не хочет, или он отрицает человек, все равно к нему это притечет как система, которая развивается в структуру, в ту, где, например, свойства этой системы не существует. То есть уйти от вечного развития даже тот, кто не хочет, он не может, получается, логически просто даже понятно. И поэтому его точка зрения такого человека, она просто, получается, не соответствует с точки зрения логики этого процесса вечного развития тому, что происходит в этом мире. То есть человек просто не хочет заниматься изучением, получается, законов мира, но тем не менее он все равно будет находиться в системе вечного развития. Значит, то есть мы рассмотрели случай, человек работает в структуре вечности или не работает, не знает, но он не противник, да, ярый, скажем. А другой, например, не хочет, но в любом случае мы видим развитие системы вечности во всех системах. Просто тот, кто работает, он живет вечно и все. Да? А в других случаях нужно время, чтобы эти люди жили вечно. Потому что образовательный путь у них все равно будет такой же. Увидев, что структура вечности все время притекает к ним, они видят, что это как неизбежная реальность, и деться от нее все равно некуда, они будут вынуждены все равно идти по общему кругу. И осваивать те же азы первичные, им придется еще азы осваивать. Вот тот, кто не хочет, они еще будут осваивать азы начальной системы, где конечный элемент еще не входит в структуру вечности, то есть изучать свойства системы из отдаленных элементов сознания. И получается, что вне этой системы существует достаточно глобальная система. То есть логически, если ее понять, прощупать, что эта вся внешняя глобальная система — это есть точка, где Бог соприкасается с личностным восприятием человека с точки зрения того, где вообще вечность сама по себе начинается. Да? Мы вышли на характеристику границы вечности, которая является самой вечностью. Как вообще понять, как вообще она воспринимается, вечность? Так вот, именно восприятие из бесконечной величины, где Бог соприкасается с границей, и граница превращается в бесконечность. То есть вечность воспринимается от соприкосновения Бога, фактически человека. По большому счету. Например, фронт сознания человека. Как только мы показали, что везде вечность, даже в тех личностях, кто, например, этим не занимается. И даже в тех, кто вообще препятствует, например. Все равно они находятся в структуре движения к ним вечности, и рано или поздно они окажутся. И эта граничная система управления, это все-таки уровень достаточно серьезный. Это то, как мы вечность воспринимаем. Как только мы к этой точке приходим,
устойчивость мира становится практически абсолютной в управлении. Вот это та устойчивость, которую дал Бог человеку, но к которой вот за счет такого уровня технологий можно прийти на уровне сознания. И вот как только вы на уровне сознания к этому приходите, все явления мира становятся прозрачными, совершенно гармоничными в плане именно вечного развития. Вы можете любому явлению давать определенный уровень знаний фактически. Вы можете, в общем-то, точно знать, что нужно сделать для любой величины данного мира. И вот тогда совершенно четко становится понятно, для чего действие вечности следует изучать достаточно глубоко, да, в природном уровне управления, что в природе вообще происходит, как в таковой, умение увидеть взаимодействие элементов вечности друг с другом, так скажем, или с бесконечным уровнем других элементов, и увидеть, как вообще организовывается вещество в этой системе. Не просто вещество как информация, это, в принципе, увидеть несложно, можно посмотреть на информацию, увидеть, как растет вещество любое. А имеется в виду, как в динамике взаимодействия этих, в принципе, многосложных систем вырисовывается область вещества, которое культивируется другими системами. Ведь если на такую точку зрения перейти, вообще говоря, рассмотреть, да, данную реальность мира просто, то можно увидеть, как из большого количества различных объектов информации, различных систем, вырастает любая другая система. А это уже вечность в динамике. То есть можно всегда доказать, что если мы имеем сопоставимое количество элементов реальности, хотя бы обозримое в первом импульсе управления, то всегда можно иметь целостное благоприятном развитии физическое тело, духовный уровень управления, уровень развития души и так далее. То есть получается, что при бесконечном количестве событий человек уже заведомо вечно живет, потому что событий много. То есть обратный уровень действия вечности приводит к тому, что мы видим, что рост материи не ограничен при сохранении первичного статуса. Как Бог вообще контролирует всю материю? Он имеет свой единственный статус и все. То есть сохранение единичного статуса позволяет контролировать всю материю. Это, кстати, закон нарастания и организации этого вещества за счет взаимодействия соседних областей, которые являются именно структурами действия вечности. Это как строительный, что ли, механизм некий такой. То есть такой вариант совершенно отдаленной аналогии, что если электромагнитное поле какое-то существует, то есть генерация тока, да, электрического, как следствие. То же самое, элементы действия вечности имеют некий результат. Например, ткань человека. Да, или вообще говоря, любую ткань можно определить в управлении. Но что здесь важно, здесь можно рассмотреть контекст целого человека. То есть управление будущими системами любого человека с точки зрения его вечного развития. То есть всегда очень четко видно, что в будущем человеку нужно улучшить, чтобы было более благоприятное, что ли, развитие. А с точки зрения системного действия часто это уникальная возможность уметь из элементов действия вечности получить совершенно системное будущее развитие любого человека. Для, например, людей, которым требуется оздоровление, это конкретный, совершенно четкий, однозначный путь достижения результата в управлении. Кто здоров, для того это возможность получить большее количество событий, то есть за счет того, что здоровье позволяет иметь определенные устойчивые фазы управления и так далее. И получается, что если в неразрывном варианте, то есть обеспечить человеку нужно и вечное здоровье, и вечные события, то именно сопоставление элементов действия вечности при нахождении человека на реальной платформе вечности, то есть человек это ощущает, и как технолог, который работает со структурой вечности, он уже находится в этом управлении, то мы замыкаем полную, да, систему управления. То есть как делает Бог? Он и имеет вечное управление, и со следственными системами также взаимодействует, которые ему же дают структуру вечного развития. То вот в этой системе, имея целостное физическое тело,
именно там, в том числе бесконечно развитая система информации, можно, ну, как бы развита на информативном плане, так скажем. Можно, находясь в структуре вечного развития, иметь от любых систем, которые не относятся к системе вечного развития, а рассматриваются как действие вечности, получать совершенно четкую координатную систему вечного развития. То есть любой элемент в этой системе, причем информативное управление, дает вам абсолютную точность и совершенную, как бы, идентичность тому, что, находясь в системе вечного развития, с любым элементом вы получаете также вечное развитие. А значит, вы уже не ошибаетесь, да? Вы не можете ошибиться. То есть, что бы вы ни делали, вы все равно находитесь в вечном развитии. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.